Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня вашему вниманию я представляю свой джемпер гламурный. Вязала я его на 44 российский размер. Для этого я использовала два вида пряжи. Это пряжа 100% меринос люкс, 1400 метров в 100 граммах. У меня 5 сложений ниточка. И вторая пряжа — это микропаетки на хлопке. Я их уже не в первый раз использовала. Использовала для этого джемпера спицы номер 3 для резинки и 3,5 для основного полотна. Вес данного изделия составляет 211 граммов. Что у меня получилось по сантиметрам, давайте вам скажу. Длина моего изделия от плечевого шва составляет 50 сантиметров. В полуобхвате, там где резиночка, это 38 сантиметров. В полуобхвате здесь 40 сантиметров получается. Плечо, не используя обвязку, получается 8 сантиметров. Длина рукава — 58 сантиметров. Ширина рукава в полуобхвате в области резинки составляет 8 сантиметров. — 12 сантиметров. Ну и вот здесь в самом, так скажем, широком месте 13 сантиметров. Я думаю, что я вам все сказала. Сегодня будет подробное видео описание о том, как я вязала данное изделие. Итак, я вам покажу схему, которую я брала за основу. Вот эта схема. Так, фокус. Вот эта схема. Я брала вот эти вот ажурные элементы плюс вот эти вот цепочечки, жгутики маленькие. Вот для себя я отметила, какой у меня раппорт узора и с какой периодичностью это все повторять. Значит, по спинке это получается у меня начинается с лицевой глади, жгутик, значит, ажурный узор, два повторяющиеся, опять этот жгутик, узор, жгутик и лицевая гладь. Значит, что хочу сказать, что очень хорошо держит резинку нет, но все равно резинка не как лапша, эффект все-таки есть. Значит, подробно рассказываю, как вязала. Вязала отдельными деталями. На спинку я набрала на спице 3 88 сантиметров и вязала резинкой вверх 11 сантиметров, 1 на 1, просто резинка 1 на 1. Далее я перешла, когда закончила вязать резинку, взяла спицы 3,5 и перешла на основной узор. Вязала вверх. Также сейчас скажу, от резинки получается до убавления на пройму 17 сантиметров. На пройму убавляла следующим образом: 5, 2, 2. После того, как я убавила на пройму, у меня здесь получилось 70 петель. Я вязала вверх. Так, вот я не сказала как раз и про высоту проймы, какая у меня здесь высота проймы. Но она у меня практически всегда стандартная. 20 сантиметров. У меня от 20, 20, 21 может быть. Далее
Значит, когда пришло время выполнять убавление на горловину, здесь я делала скос плеча небольшой, это можно видеть. Значит, я выполнила таким образом. 22 петли провязала, 28 петель закрыла. 22 петли у меня здесь на спице. В каждом следующем лицевом ряду после кромочной я закрыла еще по одному разу. Дальше это количество петель я разделила на 4. И получилось 4, раздваиваем петлю, 4, раздваиваем петлю, 5, раздваиваем петлю и дальше все, что осталось. Значит, на плече у меня 19 сантиметров. Значит, в зеркальном отображении выполнила затем вот здесь такой же скос плеча. Закрывала методом 3 спиц на булавочку эти петельки. И дальше мне нужно было вязать вперед. И решила я, что это у меня будет джемпер с запахом. Очень-очень давно я уже вязала подобные изделия. Это я даже не помню, сколько это было лет назад. И здесь вот у меня родилась такая идея. Захотелось. Значит, что я здесь сделала? Я набрала также 88 петель, провязала высоту резинку. И далее я решила вот это количество. Значит, как у меня было на спице, я здесь так и оставила, а вот эту часть я перебросила, вот это вот все, что у меня здесь осталось, на другую спицу. Значит, оставила я на запах 54 петли. 54 петли высчитала, как у меня здесь должен идти раппорт узора. У меня также здесь есть 3 лицевые петли и далее такой же жгутик и 2 узора. Здесь жгутик, то есть насколько его хватило. Значит, ритм закрытия. Какой у меня здесь он был, этот ритм закрытия? Значит, он у меня был таким образом. Значит, 14 рядов. 14 рядов в высоту я делала закрытие в каждом лицевом ряду. 14 лицевых рядов. Дальше 3 раза, значит, в каждом лицевом ряду через 3 ряда я выполнила убавки. Затем 6 раз выполняла убавки через 5 рядов. И дальше оставшуюся часть я выполняла закрытие в каждом лицевом ряду, чтобы мне выйти здесь на 19 петель, как на спинке. Также выполнила скос плеча. И все, как бы здесь следующее нужно было выполнить этот запах. То есть вот это количество петель, которое у меня здесь осталось. Дальше я взяла нить и начала поднимать по изнаночной стороне петельки. Как я это делаю? Обычно всегда через петельку поднимаю. Подняла нужное количество, у меня тоже должно здесь быть 54, и выполняла точно таким же шагом закрытие по этой стороне. Только здесь в конце, здесь в начале. Все, когда я это вывязала, плечевые швы методом 3 спиц соединила. Дальше я думала, как мне выполнить обвязку. Думала, отложила и решила, что сначала я свяжу рукава, а потом подумаю, как я буду делать обвязку. Рукава мне тоже хотелось выполнить на длинной манжете. Поэтому я набрала 44 петли, провязала высоту манжету. Давайте скажу, сколько. Здесь получается почти 12, чуть побольше. Также на спицах 3, потом перешла на спицы 3,5. И здесь я немножечко изменила узор. Он у меня начинается с лицевой, 2 лицевые. Дальше идет 2 изнаночные, жгутик, 2 изнаночные. 1 ажурный узор, жгутик, ажурный узор, жгутик и тут 2 лицевые. Мне хотелось, чтобы вот этот вот жгутик был по центру. Вязала я. После резинки я провязала, значит,
После резинки провязала 10 рядов, всего 10 рядов, учитывая и лицевые, и изнаночные. И дальше я стала выполнять прибавки. Выполнила прибавки, чтобы у меня здесь было 58 петель. Вот 58 петель здесь стало, и дальше я вязала вверх. Вязала вверх до той поры, пока мне не нужно было выходить на окат рукава. Здесь, перед тем, как делать окат рукава, в каждом 3 раза, в каждом лицевом ряду добавила по петле. У меня стало 66 петель. 66 петель разделила пополам, 33 петли. И 33 петли, в свою очередь, разделила на 3 части. Первая часть 5, 3, 2, 10 петель. Выполнила закрытие. Дальше 13 раз по одной петле. Это высота оката. И в конце 4, 3 и 3 я закрыла. Все. Вточала рукав. Ну и теперь пришло время думать, как же обвязывать горловину. Значит, я решила сделать кетлевку, чтобы убрать, чтобы вот это было все красиво, потому что все-таки здесь разрез, и здесь действительно все очень аккуратно и красиво. Все ниточки как раз вот в эту кетлевку я убрала. Я выполняла только нитью мериноса 3 ниточки. Взяла и выполнила, провязала 3 ряда лицевых с одной стороны и с другой, и дальше подсоединила уже основную нить вязания, то есть здесь 5 нитей с пайетками, и перешла на спицы 3,5. Вязала вот так вот по кругу, я набрала и вот так вязала. Эта часть у меня получалась свободной. Я потом с изнаночной стороны при помощи иглы это подшивала аккуратно вот здесь к этой резиночке. Также сделала и с этой стороны. Все аккуратненько закрыла обычным способом. Никакими здесь я не стала ничего другого делать. Обычный способ закрыла. Вы видели уже, как это изделие смотрится на мне. После того, как я изделие постирала, оно, да, как и по большей части меринос имел свойство растянуться. Но он действительно потянулся в длину. И когда я сушила, у меня был вопрос, у меня встанет на место полотно или нет. Полотно 100% встало на место. Вообще нет ни в ширину, ни в длину. Никак он не деформировался. Меня это, конечно же, очень и очень порадовало. Изделие получилось необыкновенно красивое, нарядное. Бесспорно, что в этом изделии спокойно можно хоть на работу, хоть на какой-то праздник, и вы будете чувствовать в нем себя действительно неповторимой и красивой. Вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.